Ключевые посты в «Газпроме» заняли бывшие сотрудники КГБ. Они создали сеть фирм, которые получают многомиллиардные контракты и с помощью семейных связей управляют финансами в национальном достоянии. И, похоже, эти люди стоят за более жуткими событиями. 25 февраля 2022 года в гараже, охраняемом корпоративном поселке «Газпрома», нашли тело Александра Телякова, замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома». Официальная версия смерти – самоубийство. 2 месяца спустя в московской квартире обнаружили другого топ-менеджера, вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, рядом с телами его жены и дочери. Это новое видео в нашем цикле об отмывании российских денег за рубежом. Поставьте нам лайк и подпишитесь на канал. Кто может знать, что произошло с топ-менеджментом «Газпрома»? ФСБ? Может, Следственный комитет? Нет, даже 2 года спустя нет никаких публичных результатов расследования. Но есть еще один отдел, который может быть в курсе. Это служба корпоративной безопасности «Газпрома». Ее с 2007 года возглавляет некий Сергей Хомяков. Обычно у топ-менеджеров больших корпораций понятная биография. Был пионером, комсомольцем, участвовал в приватизации 90-х или закончил престижный вуз. Долго трудился, всего добился сам. У Сергея Хомякова все иначе. Он родился в Карелии, закончил Ленинградский электротехнический институт, и на этом все. Что происходило в жизни Хомякова в следующие 30 лет, мы не знаем. Официальная биография это умалчивает. В этот период он служил в КГБ Карелии. В те же годы будущий секретарь Совбеза Николай Патрушев работал в КГБ Ленобласти, а потом его перевели в Карелию министром государственной безопасности, где служил Хомяков. Вероятно, там и пересеклись их пути. С 2003 года бывший сотрудник КГБ Хомяков стал заниматься в «Газпроме» безопасностью. Он отвечает за общую безопасность корпорации и ее дочерних предприятий, проверяет сертификацию госкомпаний и сотрудничающих с ней организаций. Через 4 года он становится председателя правления «Газпрома». Хомяков по факту второй человек в «Газпроме», правая рука Миллера. Возможно, он получил место не без помощи Патрушева, к тому моменту уже директора ФСБ. Тот поставил знакомого по Карелии Хомякова в «Газпром», чтобы он стал там глазами и ушами спецслужб. Хомяков пришел в «Газпром» не один. Вместе с ним приходят и другие бывшие спецслужбисты. Например, Валерий Голубев, который закончил с ним один институт и работал в ленинградском КГБ вместе с Владимиром Путиным. Он занимает пост зампреда правления и отвечает за внутренний рынок «Газпрома». Люди, связанные в прошлом со спецслужбами, возьмут под контроль ключевые сферы «Газпрома». Когда команда Хомякова пришла в «Газпром», компания начала активно развивать свою IT-инфраструктуру. Вокруг «Газпрома» сформировалась целая сеть IT-фирм, тесно связанных с новым руководством. Главная из них ООО «Газинформсервис» или просто ГИС. Фирма устанавливает защитное программное обеспечение, обслуживает системы и контролирует качество, часто выигрывая госконтракты как единственный поставщик у «Газпрома». С 2014 по 2019 год «Газинформсервис» заработал на госконтрактах 4 миллиарда 230 миллионов рублей. 90% установок капитала Газинформсервиса принадлежит Валерию Пастернакову. Он, как и Хомяков, связан с военными структурами. Он проходил службу в научных организациях Минобороны. В Газинформсервисе работает и сын Хомякова Федор. В компании он занимает должность финансового директора. Кроме ГИС, в сети удостоверяющих центров «Газпрома» есть еще как минимум 3 ключевых игрока. Все эти компании получают крупные контракты от «Газпрома» и его дочерних структур, часто без конкурсов. Общая сумма контрактов превышает 10 миллиардов рублей. Это половина годового бюджета Еврейской автономной области. Здесь больше денег, чем мы могли бы потратить за 10 жизней. И это только то, что нам удалось отследить. Выходит, что топ-менеджер «Газпрома», главный по корпоративной безопасности, который должен следить за организациями, с которыми сотрудничает «Газпром», сам создает сеть компаний, которые подсаживаются на господряды. Если бы Хомяков занимался своей настоящей работой, то в ходе расследования он бы вышел сам на себя. Небольшое напоминание. Это ролик из нашего цикла про отмывание российских денег по всему миру. Поддержите нас, поставьте лайк и напишите комментарий. А мы продолжаем. Теперь давайте посмотрим, как правая рука Миллера пристроил в «Газпром» всю свою семью. Сын Хомякова Федор работает финдиректором в Газинформсервисе. Он входит в топ-менеджмент и других компаний, тесно связанных с «Газпромом». Например, с фирмой «Наука, сервис, медицина».
которая поставляет медоборудование. Ее сестринская компания НС Медицина получала госконтракты от предприятий «Газпрома» вплоть до 2018 года. Они заключили контрактов не менее чем на 208 миллионов рублей. А если посчитать сумму всех госконтрактов, заключенных «Газпромом» с близкими Сергею Хомякову компаниями, получится чуть более 6 миллиардов рублей. Дочь Сергея Хомякова, Дарья, по нашим данным, работала, а возможно и сейчас продолжает работать в «Газпромбанке». Она замужем за Денисом Болдыревым, который с 2019 года возглавляет единый расчетный центр. Это казна «Газпрома», через которую проходят огромные финансовые потоки. Каждый год не менее миллиарда рублей. Закупки ЕРЦ в последние годы засекречены, а многие госконтракты заключаются с единственными поставщиками. В едином расчетном центре работал погибший топ-менеджер Александр Тюляков. Он был заместителем гендиректора, то есть зятя Сергея Хомякова. Тюляков отвечал в центре за безопасность и как корпоративный безопасник «Газпрома» также был связан со спецслужбами. Он окончил Академию ФСБ и больше 20 лет служил в КГБ и ФСБ. Сегодня в России везде ищут козни Запада. В реестре иностранных агентов уже десятки и сотни имен. Инагентом признали даже меня. В такие времена безопасник «Газпрома» должен следить за угрозой из-за рубежа. Да так, чтобы комар носа не подточил. Но сын Сергея Хомякова владеет курортом в недружественной стране, в солнечной Черногории, вместе с партнерами его папы. В городе Херцег-Нове, на берегу Адриатического моря, расположен роскошный пятизвездочный отель «Лазур». 2 корпуса люксовых номеров с апартаментами, 2 ресторана, спа-центр и фитнес-центр с бассейном, собственная пристань для яхт. Одна ночь в таком месте может стоить до 30 тысяч рублей. Этот отель принадлежит черногорской компании «Лазур Монтенегро», которую, в свою очередь, учредила компания Imperio Holding Limited. И здесь мы встречаем знакомые имена. Среди владельцев Федор Хомяков, сын безопасника «Газпрома» Сергея Хомякова, Валерий Пустернаков, тот самый владелец Газинформсервиса, с которым Хомяков строил свою сеть IT-компаний, и еще 2 партнера Пустернакова и Хомякова по другим бизнесам. «Лазур» — это не просто отель, это крупный инвестиционный проект. Строительство началось еще в 2015 году и завершилось всего через 3 года. Отель частично разместился в исторических зданиях крепости 18 века, что даже потребовало согласования с местными комитетами по сохранению культурного наследия. Но самое интересное началось после февраля 2022 года. По информации наших источников, счета Imperio Holding Limited в Черногории могли быть заблокированы по подозрению в отмывании денежных средств. Хомяков-младший и Пустернаков не смогли объяснить финансовой разведке Черногории происхождение как минимум 30 миллионов евро, которые они переводили на счета компании. Интересно, что после начала расследования черногорских властей компания «Лазур Монтенегро» начала распродавать принадлежащие ей апартаменты. Некоторые из них продали родственникам владельцев компании. По нашим данным, черногорская разведка могла обратиться к российским государственным органам за помощью в расследовании. Однако, кто бы сомневался, Россия никак не отреагировала на это, и никто ничего не расследовал. С проблемами вокруг компании Imperio Holding наши источники связывают гибель топ-менеджера «Газпрома» Тюлякова. Однако в документах компании его имя нигде не фигурирует. Накануне гибели, рассказывали СМИ, Тюлякова видели сильно избитым. Как же на самоубийство своих топ-менеджеров отреагировал «Газпром»? Да никак. Корпорация просто ограничилась официальными заявлениями. В «Газпроме» таинственно умирают 2 топ-менеджера, которые работали в структурах, получающих миллиардные государственные контракты от госкорпорации. Зарабатывала на этом семья зампредседателя правления «Газпрома» безопасника Сергея Хомякова. Его близкие, спецслужбисты, военные, а деньги отмывали в Черногории. Крупнейшая российская госкорпорация «Национальное достояние» превратилась в кормушку для ФСБшников. Бывшие сотрудники спецслужб зарабатывают на «Газпроме» огромные деньги. IT-контракты на десятки миллиардов рублей. Поставка оборудования на сотни миллионов. А в Черногории потом всплывают 30 миллионов евро, происхождение которых никто не может объяснить. Зная это, перестаешь удивляться загадочным самоубийствам, связанных с этими схемами топ-менеджеров «Газпрома». Напишите в комментариях, что вы думаете про многомиллиардные махинации с национальным достоянием. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. До скорого.